Начинаем с тактовой кнопки, самого простого для пайки компонента. Первым делом устанавливаем ее в отверстие на печатной плате. Далее начинаем пайку. Касаемся паяльником одновременно контактной площадки и вывода кнопки. Некоторое время прогреваем. А когда место пайки нагрелось, добавляем припоя. Равномерно со всех сторон, покрывая припоем место пайки. А также проводим те же самые действия для 3 других контактов. Далее переходим к пайке резистора. Перед тем, как его устанавливать в печатную плату, нужно сформовать его выводы. Изгибаем их. Устанавливаем резистор на его место, на некоторой высоте от платы. Далее, придерживая его пинцетом либо пальцами, проводим пайку резистора. После пайки откусываем выводы. Резистор припаем, далее конденсатор. Его выводы формуем буквой Г следующим образом. Следим за полярностью конденсатора. Белая полоса напротив одного из его выводов обозначает минус. На плате минус конденсатора также указан. Устанавливаем конденсатор в соответствии с полярностью. Далее аналогично припаиваем и конденсатор. Откусываем излишки выводов. Далее переходим к самому интересному, к пайке резистора в корпусе для поверхностного монтажа, он же SMD. Выглядит резистор вот так. Первым делом необходимо нанести некоторое количество припоя на одну из контактных площадок этого резистора. Вот, когда нанесли припой, берем резистор, располагаем его на своем месте и прогреваем ту площадку, на которую нанесли припой.
Таким образом, резистор оказывается зафиксированным. Паяем вторую площадку. Сначала прогревая ее, потом добавляя припоя. Для выравнивания пайки используем флюс, в данном случае канифоль. Резистор припаян, и далее остается с обратной стороны платы припаять разъемы для подключения этой платки к основной. Если паять их просто вставив, то велика вероятность припаять их не ровно, не вертикально, например, вот так или вот так. Поэтому для того, чтобы плата потом хорошо вставлялась в Raspberry Pi, удобнее всего сначала установить разъемы в ответные части, и паять уже таким образом. Тут принцип аналогичен. Сначала разогреваем место пайки, потом подносим припой. Немного придавливаем плату для того, чтобы она оставалась горизонтальной. Паяем сначала один разъем. Потом второй. Ждем, пока припой остынет. Это несколько секунд. Затем извлекаем плату. И на этом пайка окончена. Чуть к себе подвинь. О, вот так. Ну и все. Ну и снизу покажи. Ну все, клади сверху. Заснял. Для того, чтобы убрать лишний припой с паяльника, можно воспользоваться губкой. Она должна быть намочена водой. И такими движениями мы можем очистить жало паяльника от излишков припоя. Тут остались еще следы флюса, но излишков припоя уже нет. Для того, чтобы выровнять SMD-резистор, можно воспользоваться. Для этого нужно добавить большее количество флюса вместо пайки и убрать излишки припоя. Для этого макаем паяльник в канифоль обильно. Канифоль еще остается на паяльнике, и пока она полностью не испарилась, можем убрать излишки припоя с контактных площадок. Вот, теперь нет никаких излишков припоя на контактных площадках. Также, если не хватает флюса, который находится внутри трубки с припоем, то аналогично можно набирать дополнительный флюс на паяльник и выравнивать, либо паять какие-то компоненты с большим количеством флюса. Снято.